Я предлагаю вместе со мной связать вот такой мотив с такой серединкой и с такими сегментами. Этих сегментов может быть сколько угодно, от 1 и до 6, до 7, ну кто как захочет. И длину можно делать разной. Вот у меня, допустим, здесь всего лишь 5, а тот мотив, который у меня в мастер-классе представлен, здесь аж 7. 3, 4, 5, 6, 7. Серединка такая же, а может быть вообще совсем маленький. Вот у меня совсем маленький. Всего лишь только 2 сегмента. И такой имеет право на жизнь. Ну, диаметр так и получается где-то около 15 сантиметров. Если вязать пряжей Alize Diva. Пряжа Alize Diva, метраж в 100 граммах, 350 метров. Крючок номер 3. Делаю намотку на один из пальцев. У меня 8 оборотов должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аккуратно снимаю, поддеваю крючком и закрепляю воздушной петлей. После чего добавляю еще 2 воздушные. Всего 3. Это как петли подъема. То есть 1 столбик с одним накидом. Всего я должна провязать количество столбиков в таком количестве, чтобы оно было кратно 3. Обвязываю всю эту намотку. Хвостик обвязываю. — 24 столбика с одним накидом я провязала, и у меня еще остается место, и поэтому я добавляю еще 3. 25, 26, 27 столбиков с одним накидом. Хвостик я обрезаю. Заканчивать ряд круговой я буду не за весь столбик, а за полупетлю. За полупетлю, которая ближе ко мне. Не дальняя, а за ближнюю полупетлю я прикрепляюсь. Соединительным столбиком. После чего я вязание поворачиваю так, чтобы колечко оказалось вот в таком положении. Перед этим я делаю 1 воздушную, поворачиваюсь и начинаю провязывать все полупетли, которые от меня
теперь дальние. Все полупетли провязываю, их должно быть такое же количество, как и в первом круговом ряду, 27. И вяжем весь круговой ряд. И закрываем. Дальше надо спуститься вот к этим полупетлям. Вяжем одну воздушную и продвигаемся к этому ряду. И вяжу соединительный столбик. Вот. Теперь я готова вязать дальше. А вязать я буду, повторяю, за вот этот ряд полупетель. 7 воздушных. 2, 3 это петли подъема. И 4 ширина. 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Накид на крючок. И отсчитываем одну полупетлю, вторую, а в третью заходим, вяжем столбик с одним накидом. После чего вяжем снова 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Ширину вяжем. Накид на крючок и отсчитываем одну полупетлю, вторую, а в третью заходим и вяжем столбик с одним накидом. И снова 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Одну пропускаем, вторую пропускаем, делаем накид на крючок, потом пропускаем и заходим в третью полупетлю, перед этим пропустив 2 полупетли. И таким образом довязываем весь ряд. Остается всего ничего. Пропускаем, заходим, столбик с одним накидом и еще 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Остается присоединиться, и я присоединяюсь легко. Не отсчитываю петли подъема, захожу под эту арочку и вяжу соединительный столбик. И вот так вот у меня получается. Арочек у меня вышло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 арочек. После того, как я связала арки, я еще раз закрепляюсь в воздушной и провязываю 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 воздушные. Потом зажимаю последнюю воздушную . Так, зажимаю. 1, 2, 3. Накид на крючок и в ту петлю,
которую я зажала, захожу крючком и вяжу столбик с одним накидом. Провязала. После этого я буду обвязывать всю цепочку, не провязывать, а обвязывать. Делаю накид на крючок и захожу под цепочку. Захожу, захватываю рабочую нить и провязываю столбик с одним накидом. И опять накид на крючок, под цепочку захожу, захватываю рабочую нить, вытягиваю наверх и вяжу столбик с одним накидом. У меня уже получается вместе с первым столбиком 3. Еще раз захожу 4, 5, 6. И вот так вот я продолжаю обвязывать до самого конца, до нашего кружочка. У меня 15 столбиков с одним накидом, но я поступаю таким образом. Вот так вот натягиваю, протягиваю эти провязанные столбики вниз, и у меня вон еще сколько места. Поэтому я продолжаю. 15 столбиков провязано, и я добавляю 16, 17, 18, 19, 20, 21. Тут опять же надо такое же количество, которое бы делилось на 3. Я оставляю 21. И тут еще обратите внимание, чтобы не перекрутилось это колечко, потому что оно может вот так вот быть, это изнанка, а нам надо, чтобы была лицевая сторона. Поэтому вот этот вот обвязанный верхний кружочек чтобы был на лицевой стороне. Вот так я провязала 21 столбик с одним накидом, и теперь мне надо присоединиться. Когда я вот так раздвигаю, то видно дырочку. Вот в эту дырочку мы и будем присоединяться. Захожу крючком, захватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Все, я прикрепилась. Убеждаюсь, что это та самая лицевая сторона, а не изнанка. Дальше я провязываю 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И поворачиваюсь наизнанку. Теперь я буду вязать вот в этом направлении. За столбики, не за полупетли. И начинаю отсчитывать. 1, 2, а в третий столбик провязываю соединительный столбик. И опять 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отсчитываю 1, 2, а в третий столбик соединительный. И опять 1 воздушная, 2, 3, 4, 5, 6. И 1, 2, а в третью захожу. И так до конца этого ряда. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем, пропускаем, заходим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем, пропускаем, заходим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, в третью заходим. И осталась последняя арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ее мы провязываем точно так же, как и предыдущие, столбиком без накида. Вот так у нас получается. Это изнанка. Это на изнаночной стороне. После этого 3 воздушные. 1, 2, 3. Поворачиваемся на лицевую сторону. А теперь, девочки, внимание! Тут можно легко ошибиться и просто пойти обвязывать арочки, но это будет совсем не то. Если вы сразу внимательно послушаете, то все получится. Так, 3 воздушные я провязала. Теперь вот первая арочка. Делаю накид на крючок и захожу под эту первую арочку, но провязывать я буду патентный столбик с одним накидом. Патентный. Захватываю рабочую нить и провязываю сначала одну петлю, потом вторую и третий раз провязываю. У нас получается вот такой маленький кружочек. И вязать я теперь буду не под арку, а вязать я буду в этот маленький кружочек. 3 воздушные, петли подъема. И захожу я, смотрите, не под эту арку, а в этот маленький кружочек, вот сюда. И провязываю столбик с одним накидом, уже 2. Еще один. 3, еще один. 4, еще один. 5 и еще один. 6. Вот. Вот так получается. Проверьте. Дальше я делаю накид на крючок и буду прикрепляться. Опять же, внимательно смотрите, чтобы прикрепиться туда, куда я покажу. Не под эту арку, она у нас, видите, уже провязана, а во вторую. Заходим и прикрепляемся патентным столбиком. 1 накид, 2, 3. И у нас опять получилась вот эта вот арочка, под которую мы будем вязать. И каждый раз петли подъема перед каждой маленькой арочкой. 3 воздушные. И вот сюда, именно сюда, не влево, а вот в эту сторону, вяжем еще 5 столбиков с одним накидом. Всего 6. Вот так выглядит. Мы провязали эту арочку. Вот еще одна арочка, и мы как бы над арочкой. И вот у нас третья тоже арочка, вот третья. Она пока самодостаточная, одна. Но мы ее разобьем пополам.
делаю накид на крючок и захожу под эту третью арочку новую. Вот зашла, накид, провязываю один, второй и 2 петли вместе. Вот так получается. Разбили мы эту арочку пополам. И теперь накид на крючок, и вот сюда я провязываю всего вместе с петлями подъема 6 столбиков с одним накидом. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вот так получается. Еще одну арочку покажу. Мы под каждую арочку заходим столбиками с одним накидом. 3 арки у нас провязано. Осталось еще 4. Накид на крючок, заходим и вяжем патентный столбик с одним накидом. Раз, два, 3. Вот так получается. И теперь мы будем вязать вот сюда. Сразу петли подъема. Раз, два, 3. После чего заходим. Второй столбик. Третий обычный столбик с одним накидом. Четвертый. Пятый. Шестой. И вот таким же образом довязываем до самого конца. Когда у нас остается всего одна арочка, вязание выглядит вот таким образом. И поступаем точно так же, как и с этими арками. Накид на крючок, заходим под арку и вяжем патентный столбик с одним накидом. Провязываем одну петлю, вторую и 2 петли вместе. Вяжем 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с одним накидом, и под эту арочку, которая образовалась только что, мы вяжем 6 столбиков с одним накидом, обычных столбиков. Петли подъема тоже как столбик, поэтому идет как второй столбик с одним накидом, третий, четвертый, пятый и шестой столбик с одним накидом. Вот так выглядит наше вязание, и это лицевая сторона. Далее мы должны присоединиться. Вот так прикладываем эту сторону и это колечко, и на том уровне, где соприкасаются эти части, мы вставляем крючок прямо под арочку. Вот здесь тоже арки. И вот так, чтобы это было более аккуратно, лучше всего присоединиться точно так же, как мы делали первый раз. Найти вот это вот, видите, дырочка. Вот сюда заходим и вяжем столбик без накида. Все, мы присоединились.
И теперь, после того, как мы присоединились, я вяжу воздушные. 13 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И теперь вот эту цепочку нам надо померить, чтобы она легко дошла до вот этого последнего столбика, вот сюда. Мне не хватает, видите? Приходится натягивать. Поэтому я к этим 13 воздушным добавлю еще, ну, 2 воздушные. И получится всего 15. 14, 15. Проверяю. Вот так вот, чтобы оно немножко как бы не натянуто было, а вот так вот волной огибало. И прикрепляюсь. Прикрепляюсь вот в этом месте. Так, смотрите. Вот кружочек, вот воздушная, а вот наши маленькие арочки. И я прикрепляюсь вот здесь. Даже не здесь, а еще дальше. Вот так. Видите, где я прикрепилась? Столбиком без накида. Вот так получается. После этого я вяжу 3 воздушные, после того, как я прикрепилась. 1, 2, 3. Вот так вот выглядит вязание. Теперь я буду вязать под арку столбики с одним накидом, чтобы у меня их получилось столько, сколько их получилось вот здесь. У меня это было 21 столбик с одним накидом. И вот я такое же количество в эту арочку должна разместить. Петли подъема как один столбик. Захожу под арку и вяжу второй столбик с одним накидом. Обычные столбики с одним накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее до самого конца. Я провязала 21 столбик с одним накидом. И мне опять надо будет прикрепиться. А прикрепляться мы будем вот так, растягиваем, находим дырочку. Вот она у нас здесь такая. Прикрепились. Вот так вот у нас выглядит. Это лицевая сторона, это изнанка. И теперь мы будем вязать арочки, как вот в первом сегменте. 6 воздушных. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Поворачиваемся наизнанку и отсчитываем. Пропускаем в третий столбик. Вяжем соединительный. И опять 6 воздушных. 2, 3, 4, 5, 6. И заходим. Прикрепляемся. И так мы вяжем до конца. И у нас должно получиться такое же количество арочек, как и в первом сегменте. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего 7. 2 я провязала, значит, надо еще 5 провязать. Семь арочек я провязала. И теперь опять лицевая сторона. Арочки я буду обвязывать на лицевой стороне. Перед тем, как на нее перейти, надо провязать петли подъема. Воздушные 1, 2 и 3. Поворачиваемся на лицевую сторону. И теперь мы будем опять повторять такой же алгоритм, какой у нас был в этом сегменте. Первая арочка, под которую мы вяжем после того, как сделали накид на крючок, патентный столбик с одним накидом. Заходим и вяжем. 1, 2 и 3. И у нас получается вот такая маленькая арочка с краю, куда мы будем вязать 6 столбиков с одним накидом, обычных столбиков. Перед тем, как вязать, мы делаем петли подъема, которые заменяют один столбик. 3 воздушные, накид на крючок, заходим сюда, вяжем 2 раз, 3 столбик с одним накидом, 4, 5, 6. Первая вот эта арочка провязанная. Переходим на вторую. А вторая у нас, вот она вся. Вот вторая арочка, которую мы поделим пополам. Накид на крючок, заходим, захватываем рабочую нить и патентный столбик с одним накидом. 1, 2, 3. И вот у нас получилось, что арочку мы разделили на 2 половинки. Левую мы не трогаем, а в правую, после того, как провязали петли подъема, 3 воздушных, 1, 2, 3, мы провязываем еще 5 столбиков с одним накидом. Всего будет их 6 вместе с петлями подъема. И таким образом довязываем до конца ряда. И второй сегмент я провязала. Теперь мне надо опять прикрепиться. Мы уже знаем, как это делать. Происходит это вот вершинки столбика между арочками. Мы вот так растягиваем и прекрасно видим это отверстие.
куда мы зайдем и провяжем столбик без накида. Присоединились. А дальше мы опять, после того, как присоединились, вяжем воздушную цепочку, которую присоединим вот здесь вот вершинки вот этого второго сегмента. Я тогда набирала, по-моему, 15 воздушных, что я и делаю опять. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И опять я буду присоединяться вот здесь. Точно найду самую вершинку последнего столбика. Вот в этом месте захватываю петлю от цепочки и столбиком без накида я прикрепилась. И дальше опять сразу же я провязываю петли подъема после того, как прикрепилась. 3 воздушные. Я это делала на изнаночной стороне. Поворачиваюсь на лицевую и вязать буду под эту цепочку. Столбики с одним накидом обычные. Один как бы провязала, захожу дальше и провязываю столбики с одним накидом 21 раз до самого сюда, до этого места. Довязала 21 столбик с одним накидом. Подошла к этому кругу. И надо опять прикрепиться. Прикрепляюсь я так, чтобы мне попасть вот в это отверстие. Но вот как у меня сейчас, смотрите, получается, что моя цепочка чуть ниже, чем арочка. Почему это так происходит? Потому что у меня высота 3 воздушные, а арочки я вязала 4 воздушные. В самом начале вот эти арочки у меня ширина 4 воздушные. Если бы я их вязала 3 воздушные, то они бы у меня вот и эта часть, и эта идеально совпали. Но я считаю, что тут вообще нет никакой проблемы. Я просто, чтобы не стягивалось вязание, захожу под эту арку, вот так вот зашла и вот так прикрепилась. Все. И дальше повторяю то, что я вязала в этих сегментах. 6 воздушных, 6 воздушных, поворачиваюсь наизнанку, отсчитываю 3 столбик, прикрепляюсь. То есть я снова вяжу маленькие арочки по всей длине этой большой арки. Провязала 7 маленьких арочек, под которые буду вязать 6 столбиков с одним накидом, но перед этим надо провязать 3 воздушные, это петли подъема, поворачиваюсь
на лицевую сторону и патентный столбик, подарочку, делим ее пополам, 3 воздушные и вяжем, провязываем в эту маленькую арочку. И таким образом мы вяжем все сегменты, пока мы не дойдем до самого нашего первого, вот до этого места. Провязываем все это пространство. Я почти довязала до самого конца, и мне надо только прикрепиться. Последняя шестерка столбиков с одним накидом под маленькую арочку. И вот тут надо сделать последний столбик без накида, выбрать, куда я буду прикрепляться. Это очень легко определить. Я ложу мотив и смотрю, куда больше всего логично ложится вот этот последний, вот этот элемент. Сюда прикреплять, ну тоже как вариант. И место у меня есть на кружочке. Вот так я и сделаю. Вот последняя арочка. И я захожу прямо в вершинку этой арочки. Можно зайти сюда. Вот я под арочку зайду и провяжу столбик без накида. Вот я прикрепилась. Но чтобы это было как-то более закончено, может быть даже эстетичнее, я сделаю вот так вот, еще подарочкой провяжу второй столбик без накида, а потом прикреплюсь вот в самое-самое начало. Вот. И вот таким образом закончу.